Всем привет, и если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфойер. Добро пожаловать в видео по игре Minecraft. Сегодня на обзоре новый снапшот 20W46A на будущую версию 1.17 с пещерами и горами. Разберем нововведения. Начнем с простого и закончим самым интересным. Первым делом рассмотрим новые предметы. Мешок. В него можно положить не более одного стака различных предметов. Допустим, у меня есть вот такое количество блоков дерева и камня, а также нужно спрятать поводок, чтобы не занимать много места в инвентаре. Все это в сумме даст 64 единицы, и тогда мешок будет заполнен. Класть в него предметы можно, взяв их и перетащив на мешок, нажав правую кнопку мыши. Вынуть вещи из мешка можно также, нажав на него правой кнопкой мыши. Создается из кроличьей шкурки и ниток. Свечи. Есть как обычные, так и 16 цветных. На один блок можно поставить до 4 свечей. Зажечь можно с помощью огнива. Свечу также можно поставить на торт, правда только одну. Можете отпраздновать день рождения в игре более натурально. Задуваются свечи после нажатия на них правой кнопкой мыши. Создается свеча из пчелиной соты и нити. В котлы теперь можно заливать лаву, откуда вы сможете ее черпать по надобности. Подзорная труба. В нее можно смотреть на достаточно отдаленные объекты. Имеет приятный звук приближения и плавную анимацию. Создается из двух медных слитков и нового осколка аметиста, но к этому мы перейдем позже. Тонированное стекло почти не пропускает света через себя, что позволит находиться дома в темноте. Если его разбить, то оно выпадет, а не безвозвратно разобьется, как обычное стекло. Создается из 4 осколков аметиста и одного блока стекла. Громоотвод. Защищает ваши постройки от попадания в них молнии. Громоотвод защищает область 4 на 16 блоков вокруг него от ударов молнии. Также при попадании молнии он выдает редстоун сигнал. Во время грозы молнии будут бить именно в него, а не в область, которую он защищает. Создается из 3 слитков меди. Собственно, медь и медные блоки. Наконец в игру добавили медную руду, из которой вы сможете добыть медь. Для получения слитков руду нужно будет сперва добыть как минимум каменной киркой и потом переплавить в печи. Из меди можно сделать блоки, из которых можно сделать резные блоки. Из них же, в свою очередь, можно сделать ступеньки и плиты. Также у меди есть свойство окисляться. Всего есть 4 стадии. Переход от одной стадии окисления в меди к другой занимает от 50 до 82 игровых дней. Можно создать вощенные медные блоки с помощью пчелиных сот, и тогда они не будут окисляться. Сделать это можно на любой стадии, кроме последней, ибо это уже не имеет смысла.
Ну и наконец перейдем к самому интересному, а именно к аметисту. Существует два вида аметистовых блоков, один из которых обычный, а второй плодородный. На нем будут расти друзы. Собственно, друзы – это отростки, которые имеют 4 стадии роста. Они будут расти только на блоке аметиста. Из полностью выросшей друзы можно добыть железной киркой 4 осколка аметиста. С помощью шелкового касания можно, разбив, получить осколки на любой стадии. Из этих осколков делается подзорная труба и тонированное стекло. В дальнейшем могут добавить что-то еще. Найти этот заветный камушек можно в аметистовых желудах. Они будут появляться по всему миру под землей и в пещерах. Внешне будет похоже на дыру в стене, внутри которой будет тот самый аметист. А оболочка данной области состоит из нового камня, который называется туф и имеет серый цвет. Внутренний слой оболочки – кальцит, новый белый камень. Здесь можно добыть много аметистовых блоков, на которых будут расти друзы, из которых вы сможете сделать осколки аметиста для крафта предметов. Также при разрушении блоков и друз производится приятный звуковой эффект. Есть еще пара изменений, которые были сделаны в игре. На рельсы можно разливать воду, и они не будут ломаться. На вагонетке можно ездить даже под водой, но это будет происходить медленнее. И еще добавили ведро со снегом. На этом видео подходит к завершению. Достаточно интересные нововведения сделали для будущей версии с пещерами и горами. Будем следить за дальнейшими обновлениями и снапшотами. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых роликов. А также загляните в описание, там есть много интересных ссылок. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале. Отдельная благодарность моим дорогим спонсорам за активное участие в жизни и развитии моего канала. Если вы тоже хотите стать спонсором канала DriveWire, то жмите на вот такую кнопочку под роликом и ознакомьтесь с условиями и бонусами. С вами был DriveWire, всем удачи, всем пока.